Около года назад, или примерно в то же время, что и была анонсирована UFL, также был анонсирован еще один футбольный симулятор от шведской группы разработчиков, а именно проект Goals. В отличие от UFL, у него достаточно абстрактные анонсы, абстрактные новости и без каких-либо громких заявлений. Как результат, о UFL говорят намного больше и чаще, нежели о Goals. Да и в принципе команда из Беларуси показала геймплейные кадры намного раньше. В то время как разработчики Goals продемонстрировали пару-тройку кадров игрового процесса только лишь сейчас. Но как бы то ни было, в рамках сегодняшнего ролика предлагаю с ними ознакомиться, сделать какие-нибудь выводы. Ну и также я вам расскажу про альфа-тестирование данной игры. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте ставить лайк под этим роликом, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и не забывайте про колокольчик для уведомлений. Но перед тем, как мы начнем, если вам приелись стандартные футбольные симуляторы, то крайне рекомендую обратить внимание на игру Football Team. Football Team — это браузерный менеджер, в котором вы выступаете не только в качестве игрока, но и также тренера своей собственной команды. Все очень просто. Создаете своего игрока, прокачиваете его и становитесь одним из лучших. И когда казалось бы, что вы добились уже всего, тут-то для вас открывается роль менеджера. Создавайте свой собственный клуб и взаимодействуйте с другими игроками. Если вы начнете играть по моей ссылке, то вы получите стартовый бонус в размере 600 единиц энергии и 500 тысяч евро на свой игровой счет. Регистрация в пару кликов лишь поможет вам быстрее начать игру. Football Team. Ссылка в описании. Разработчики сия проекта выступили с заявлением, что они вроде как запускают альфа-тестирование своего проекта. Однако это тестирование вроде как не всеобщее, а для определенного круга лиц. Если честно, они это как-то толком не расписали, поэтому и про этот самый узкий круг лиц я тоже ничего сказать не могу. Будут ли это какие-нибудь разработчики, конкретные приближенные лица или те же самые ютуберы, мне, если честно, неизвестно. Но факт остается фактом. Простые обыватели, простые игроки и те, кто следят за этим проектом, вроде как протестировать эту фигню не смогут. Да и не очень-то и хотелось, если честно, поскольку на данный момент этот проект находится еще далеко от релизной версии на самом деле. И недавние кадры игрового процесса это лишь подтверждают, потому что разработчики также поделились парой-тройкой кадров геймплея, и все они относятся к пре-альфа-версии, то есть даже не бета, не демо-версия и уж тем более не к релизной версии. Да и в принципе, если взглянуть на них, это и заметно. Опять же, нам показали не так уж и много, но из этого тоже можно сделать небольшие выводы. А в частности, нам продемонстрировали игровой процесс на импровизированной арене, где неназванный футболист, ноунейм с мячом, а в частности женский персонаж, бьет поворотом из-за штрафной. На этих кадрах вы можете заметить движение футболистки, ее удара и то, как она в целом действует. И если честно, вроде бы анимация выглядит очень даже плавно, в отличие от того же UFL, но в конечном итоге это все как-то скатывается в какую-то мешанину. Анимации резко сменяют друг друга. Если само движение футболистки, оно, скажем так, еще плавное, то вот смена анимаций между простой пробежкой и ударом, это выглядит как-то грубовато и уж чересчур вырвиглазно, если честно. Также стоит отметить, что нам показали именно геймплей за футболистку, за женского игрока, а не за мужского, и поэтому возникает соответствующий вопрос: а будет ли как-нибудь различаться геймплей за футболиста и за футболистку? Или же подобные анимации будут одни на всех, для футболистов и для футболисток? Это тоже вопрос интересный, и он вроде как не проясняется самими разработчиками. Но даже среди всего этого можно выделить небольшой плюс, а в частности направление мяча, то, как он крутится и в каком направлении он движется, это выглядит вполне естественно, чего я, к сожалению, не могу сказать про анимации. В целом, движения и удары футболистки напоминают движения футболистов из каких-нибудь Android игр на смартфоны. Но при всем этом стоит учитывать, что это кадры пре-альфа версии, то есть эта версия еще далека до совершенства и в целом презентабельного вида. Я так понимаю, что разработчики просто показали эти кадры, чтобы продемонстрировать свою работу, что они ведут ее, разработка продолжается и вовсю прогрессирует. Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но что имеем, то имеем. Я более чем уверен, подобные новости и подобные кадры не оставляют вас равнодушными. Поэтому в комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение по поводу данных кадров. Ну и также не забывайте про прочую активность под этим роликом. В частности, лайк и подписка на канал с колокольчиком, если вы здесь впервые. Про наши соцсети также не забывайте, ссылка на них в описании. Ну а у меня на этом все. Как и всегда, всем удачи и до скорых встреч, друзья!